Приветствую всех гостей моего канала. Очень рада, что зашли ко мне в гости на огонек. Ребят, спасибо вам за комментарии, за ваши лайки. Всегда жду от вас комментарии. Читаю, каждому отвечаю. Ну, вы это и видите, собственно, да. Итак, тема сегодня у нас следующая. Исповедь женщины. Что хочет сказать? Сейчас мы призовем вашу женщину. Пожалуйста, подумайте, каждой своей женщине. Я вам скажу на нее характеристику. И дальше вы уже сориентируетесь, про вашу женщину будет идти речь или не про вашу женщину. Итак, подумайте, пожалуйста. Напоминаю для тех, кто первый раз на моем канале, что информация актуальна тогда, когда вы ее открыли и нажали кнопку play. Никаких временных рамок не существует. И работает информация индивидуально для каждого. То есть не обязательно заказывать личные расклады. Вот, вы все найдете в открытом доступе. Информация для вас открыта. Итак, думайте. Итак, какая же женщина к нам сегодня придет на исповедь, на разговор? Итак, рассказываю, какая женщина к нам пришла. Ну, во-первых, это женщина, которая вышла из отношений с вами. Это первый, основной, скорее, момент, да. И вы знаете, эта женщина, она закрыла свои чувства. То есть не то, что у нее нет к вам чувства, она закрыла свои чувства. То есть она намеренно как бы в себе их сдерживает. Почему сдерживает? Потому что женщина очень сильная. Она, вы знаете, она эмоционально очень сильная, надо сказать, вот именно психически. У нее очень крепкая такая психика. Вот, скорее всего, даже ее трудно вывести на какие-то крики или на какие-то такие вспышки, да, истерики. Ну, то есть практически здесь, ну, и про нее это нельзя сказать. Но здесь точно можно сказать, что здесь женщина любит вас. То есть 100% она вас любит, да? Почему? Потому что здесь у нас наполненный кубок. Крестины изображены вот на этой карте. Туз чаш — это у нас всегда наполненность, да, наполненность вот именно чувствами. То есть, в принципе, вы знаете для нее, ну, как луч солнца, да. И женщина сама по себе, конечно, она, да, и вы с ней очень много лет, скорее всего, прожили, да. Ну, может быть, кто-то не очень много лет, кто-то очень много лет, но в любом случае это женщина, с которой как бы пройден определенный путь. И путь достаточно длинный. Сейчас ей тяжело. Вы знаете, она пытается увидеть для себя какую-то новую жизнь, какую-то дорогу. И, возможно, здесь кто-то разошелся, да, вот как раз сейчас дороги ваши разошлись, и как бы каждый идет по своей дороге, движется. То есть здесь у нас страшный суд. Страшный суд — это всегда такие глобальные перемены, да, но в то же самое время, вы знаете, как и ей эти перемены не нравятся. То есть у нее постоянное беспокойство из-за этих перемен. Вот. Как-то, знаете, все равно надеяться на какую-то вот милость от судьбы, что ли, да. Вот так. Итак, если про вашу женщину похожа характеристика, то смотрите расклад дальше. Мы дальше с ней разговариваем. Итак, что у нее сейчас происходит? Давайте посмотрим. Что у нее сейчас происходит?
Опять страшный суд. Ну вот у кого-то прям, знаете, вот переворот такой в жизни, да, произошел. Может быть, действительно не так давно у кого-то. Потому что еще вот это вот аркан вот этого страшного суда, он как бы ее преследует, да, он от нее пока еще не отходит. То есть это такие большие перемены глобальные в жизни. То, что происходит. У кого-то может быть переезд, у кого-то может быть ремонт из женщин, да, кто-то, может быть, пытается найти какое-то жилье, кто-то пытается организовать какой-то свой быт, да, вот ваша женщина сейчас, забота о детях здесь идет. Но здесь женщина вообще такая, знаете, придерживается традиционных взглядов на жизнь, на семью, то есть она как бы очень хорошо заботится о детях, она уважает старших, и, скорее всего, здесь есть какое-то такое общение, да. Может быть, родители здесь женщину поддерживают, вот. Но сейчас у нее, знаете, вот как-то вот идет строительство какой-то новой жизни, да. В то же самое время, вы знаете, вот карта дьявол здесь у нас, да, идет. То есть все это ей очень тяжело дается. Дается ей это, ну, знаете, как будто ей пришлось с какой-то вот духовной ориентированности на вас переключиться в какую-то материальную. То есть как будто бы женщина жила, допустим, за мужчиной, да, за его спиной. А сейчас у нее как бы другие заботы. У нее заботы такого материального характера, какие-то тяжелые. И конечно, ей приходится вот заниматься какими-то такими насущными делами, да, насущными проблемами, где-то и мужскими какими-то делами. И ей это очень нелегко дается, но здесь показан муж как раз, вы для нее по-прежнему остаетесь тем магнитом, который ее притягивает, которого она, в принципе, не отпускает. И она понимает, что эта зависимость, вот эта вот сцепка между вами, да, она как бы вот, знаете, такая мертвая. То есть вот люди, которых, в принципе, не разлучить, да. Ну и здесь женщина ждет, надо сказать еще, что все-таки она ждет какой-то инициативы скорее от мужчины, а может быть кто-то просто в гости к ней приходит, вот, ну какие-то люди. То есть она вообще такая достаточно гостеприимная, в принципе, и как бы ее дом открыт. Вот, но тут скорее все-таки мужчина показан, да, нам, что она ждет мужчину в гости, своего императора. Ну и может быть вы и захаживаете, да, как-то так. Угу. Хорошо, давайте смотреть, о чем оно думает. Вот о чем ее мысли. Так, о чем думает она? Смотрите, о женщина думает о том, она хочет как бы вас заставить немножко помучиться. То есть, сейчас объясню, не в плохом смысле слова. Королева жезлов у нас здесь выпала, да. Ей хочется, понимаете, ей хочется стать для вас той женщиной, которую вы в ней когда-то видели. То есть она хочет для вас стать снова сексуально привлекательной. У нас дама посохов, да, это дама такая яркая и как раз манкая, сексуально привлекательная.
И ей хочется, чтобы мужчина вот как бы за нее поборолся. Но она будет делать вид, что она не слышит, она не видит, она не замечает. Она будет показывать, что она как бы здесь как-то хочет скорее мудрость, да, вот тем самым свою проявить. То есть хочет показать, что, может быть, а, она делает вид, что она вас не слышит. Вот так. На самом деле она как бы вас слышит. И вас слышат скорее ваши общие дети. И я так думаю, что тут дети скорее на вашей стороне. Но она делает вид, что она не слышит, что она не понимает, что она как бы эту ситуацию все, она уже подвела черту под этим и как бы занимается своей какой-то жизнью, да, своей какой-то жизнью, вот, ну, как-то так неуклюже, конечно, и она понимает, что она ушла в сторону, она свернула как-то в сторону, вот, она думает об этом, но вот эта полоса перемен, которая идет, да, по страшному суду, вот она как-то неизбежна. Еще, знаете, здесь есть фактор патологической ревности, с которой она не может справиться. Вот об этом она думает. Давайте посмотрим, что она чувствует к вам. Что она чувствует к вам. Что она чувствует к вам. Она для вас прям в разных ипостасях, в разных обличиях выпадает. Что она к вам чувствует? Ну, она чувствует, что, во-первых, она вам необходима, потому что, видимо, она заботилась о бытовой части, о доме, справлялась с хозяйством неуспешно, можно сказать. Вот, она понимает, что вам ее не хватает, она понимает, что вы ее любите по сей день, но она понимает также, что вы сейчас как бы скованы и опасаетесь уже, да, опасаетесь из-за того, что как бы вот какие-то тайны, может быть, какая-то тайная женщина, может быть, какие-то тайны, да, они нарушили как бы вашу семейную гармонию. Вы знаете, вы-то здесь, конечно, вот можете, в принципе, и двигаться к ней, и что-то делать, и предпринимать, но вы боитесь. Вы боитесь, и она как бы это понимает, она это чувствует. Вы боитесь быть отвергнутым, боитесь быть непонятым. Ну, у каждого свои здесь страхи, но в любом случае она это как бы понимает и, знаете, чувствует, что, возможно, что-то здесь как бы недосказано, да, и женщина тут как будто бы взяла такую тайм-паузу, и она хочет понаблюдать за тем, как вы сейчас, допустим, без нее живете, как вы существуете, чем вы занимаетесь, с кем вы находитесь, да, то есть здесь вот такие вот какие-то есть моменты именно скрытые от ваших глаз. Чувства, ну, конечно, здесь женщине как-то, какая-то здесь обида, да, присутствует. Обида, причем такая, ну, сильная, я бы сказала, да, и опасения. Здесь даже не столько обида у нее это держится, сколько у нее опасения, что вот ситуация, которая, допустим, встала между вами, она может повториться. Она может опять скатапультировать, да? Угу. Хорошо. Итак, давайте соберем, наверное, эти карты, да, и будем с ней уже разговаривать напрямую, с ее ментальным телом. Будем снимать информацию, ту, которую она хотела бы сказать.
Ну, смотрите, здесь женщина, как бы она любит вас, да, опять же, нам карты это подтверждают. Она любит вас, и она, в принципе, готова на многое, я бы сказала, ради вас. Она понимает, что ей очень трудно, ей очень трудно будет восстановить вот прежние отношения, да. Здесь вот у нас такой рыцарь кубков, который сухой из воды не выходит. То есть и, конечно же, к тем прежним отношениям, возможно, какие были, да, не вернуться. Ну, что вот здесь нам женщина говорит? Она говорит о том, что вы как-то неактивно, неактивно проявляете свое желание быть в семье. Когда были какие-то трудности у вас в жизни, да, допустим, вот, может быть, когда произошел какой-то кризис, то вы не хотели слышать укоры никакие, вы не хотели слышать ничего, да, и женщину это заставило паниковать. Ее это ввело в состояние отчаяния. То есть она постаралась взять себя в руки и понаблюдать за вами. И здесь, скорее всего, женщина наблюдала, и она хочет сказать вам о том, что она наблюдала. Вот. И, может быть, даже где-то ездила за вами. И, знаете, ну, посчитала, что в какой-то момент, вот что она хочет сказать, ключевое, что в какой-то момент она почувствовала себя просто удобной как бы для вас. Вот как будто она удобная жена, да, которая постоянно чем-то там своим занимается, допустим, хозяйством, домом, детьми или, ну, какая-то такая размеренная жизнь, да, вот. И вроде бы как она не лезет в какие-то ваши личные дела, и вам как бы это удобно очень было. Она считает, что ну как-то вот вы все-таки немножко наглость какую-то, да, проявили все-таки. И что еще хочет сказать? Она все-таки хочет сказать, что ее дом, он всегда для вас открыт. И здесь женщине хочется воссоединения с вами. Очень хочется. Ну, я бы сказала, да, 100%. И она бы об этом сказала, но знаете, что ее тревожит? Ее тревожит вот та стена, которая выросла между вами за это время. И она, почему она, допустим, может быть, медлит, может быть, где-то не принимает или где-то, ну, как-то обрубает, у каждого по-разному, да, потому что она себя почувствовала неуверенной. Она не уверена сейчас рядом с вами себя чувствует. Даже дело не в том, что она в вас не уверена. Она себя чувствует неуверенно теперь рядом с вами, да. И вот эта отстраненность, вот эту дистанцию, чтобы преодолеть, для того, чтобы это преодолеть, нужно... Здесь, конечно, нужно вообще приспособиться к той ситуации, которая сейчас возникла. И все-таки заняться, вот, знаете, своей жизнью вплотную, наведением какого-то порядка, да, в своей жизни. То есть, я не знаю, включить добытчика или, ну, сделать какие-то такие действия, которые вроде бы как и не касаются чувств, ну, вернее, косвенно, да, косвенно касаются это чувств, но это должны быть какие-то такие мужские, чисто мужские инициативные вещи, дела, поступки. Хорошо, давайте спросим
каких шагов она от вас ждет? Вот прям ждет. Вот. Каких шагов она от вас ждет? Ждет, что вы вылетите из клетки своих страхов. Ой, Господи. Ребят, ну, смотрите, шутки шутками. Ну вот ждет все-таки, что вы за ней как бы слепо последуете. Все-таки так. Что несмотря на то, что она закрылась от вас, несмотря на то, что она, может быть, ушла, может быть, вы ушли. Ну, неважно, это тут не имеет значения в этом раскладе, кто от кого ушел. Факт в том, что люди не вместе, да, а там уже все остальное это последствия. Вот, и здесь, конечно, женщина все-таки ждет, что вы проявите к ней, что вы, во-первых, будете все равно следовать за ней слепо, и она ждет, что вы в ней увидите вот ту прекрасную леди, с которой вы когда-то познакомились, которую вы когда-то в ней видели. Здесь, конечно, ей хочется, чтобы, знаете, вот она не хочет чувствовать вашу усталость от себя. Она хочет, чтобы этот период он прошел. Он как бы вот все, он изжил себя. Ей хочется стать для вас желанной. Ей хочется, чтобы вы в ней увидели вот ту женщину. И как-то, ну я не знаю, как-то думали о ней именно вот в том направлении, да, какая она была. И вы будете думать, и своими мыслями вы, как бы, видимо, вернете ей уверенность, да, в себе. Вот если вы на нее, допустим, будете смотреть теми глазами, да, слепо, сквозь розовые очки, какими вы смотрели на нее в юности, то здесь скорее женщину это, конечно, ну вот выведет с этого состояния мечевой королевы. Здесь все-таки, смотрите, по итогу у нас Верховный Жрец. Верховный Жрец это, конечно же, возвращение именно в отношении близости. Близости и душевности. Да, то есть вот близости и душевности. Хорошо, давайте для вас спросим совет. Как вам, что вам сделать, как вам это все пережить? Вот так, что-то тут у нас полетело. Ну, семья полетела, да? Полетела семья, видимо, куда-то вот в тартарары вместе с детьми. Давайте совет. Что вам вообще вот предпринять, что вам делать, как вам быть? Давайте спросим совет на 2 колодах, пожалуй. Я возьму с этой колоды и духовную колоду. Так. Ну, смотрите, конечно, у вас сейчас вынужденное одиночество, да, то есть это нельзя сказать, что вы желаете этого одиночества или вы его желали. Нет, это вынужденное одиночество. То есть здесь, конечно, у вас запутались вы запутались в собственных страхах, желаниях, ожиданиях, да. Тут, скорее всего, действительно был факт какого-то искушения, да, у вас в жизни, вот. Ну и, собственно, вы за это заплатили любовью, вот, любовью. И высшие силы вам говорят, что
А вы сейчас как бы, вы сейчас скучаете. Вы скучаете и переживаете. Но с этого состояния надо выходить. С этого состояния надо выходить. Вам надо просто успокоиться для начала сейчас. Вам надо довериться судьбе. И вам надо научиться суметь принять эту ситуацию. Вот знаете, как бы довериться, да, довериться происходящему, вот этому потоку. То есть здесь плавное течение. Вот человек должен как бы в плавное течение вот в это попасть. И вы знаете, когда вы успокоитесь, ваш внутренний голос, он вам подскажет, что впереди-то только хорошее, да, и вы начнете вот как-то вот здесь ходить, да, ну так, потихонечку, я бы сказала, неспешно, конечно, несколько так как-то неловко даже, да, но это даст вам шанс. Это даст вам шанс. Вот. Шанс быть с ней по итогу. То есть, и в принципе он у вас не один шанс, я вам хочу сказать, но вам надо четко понять для себя, что вот то, что было по дьяволу, да, те искушения, которые были в вашей жизни, это действительно, скорее всего, все-таки от скуки, да, от скуки на все руки. Вот. Хорошо, давайте спросим на духовном таро совет для вас. Самые тяжелые карты, которые могли выпасть только вот с этой колоды, вот они выпали, да. Ну, здесь тот же самый дьявол, да, повторил себя, только в карте обуславливания. Ну, смотрите, ребят, конечно, здесь показана ситуация, здесь духовная, это как бы карта, они сразу все это нам раскрывают. У вас тяжелейшее состояние, тяжелейшее, плачете, слезы текут, вот, закрылись от мира, от всего, одиночество испытываете страшное, страшную тоску. Очень печально вы, очень, очень печально. Но здесь вам надо вот как-то, знаете, стряхнуть это все с себя, стряхнуть, да, и перестать как-то действительно увиливать, может быть, от каких-то вопросов, может быть, увиливать от какой-то правды. И здесь надо стать нежным и чутким, и показать женщине, что вы готовы как бы начать все заново, с чистого листа. И вот здесь тем более туз радуги, да, это карта весны у нас. То есть весна это всегда возрождение. Вот, то есть ей надо дать понять, что вам хочется этого возрождения искренне, честно, без всяких утаек. Но сейчас вам очень тяжело, очень тяжело. Ну-ка, может быть, что-то вот, что вам поможет вообще выйти с такого состояния? Ну, пока ничего особо не поможет. Ну, единственное, может быть, молитва, да, туз облаков опять же идет. Может быть, молитва, обращение к Богу. Вот. И все-таки переосмыслить вам еще что-то надо. Вам надо выгнать вот этого дьявола из своей жизни, потому что ну, здесь дьявол в разных колодах, он повторил себя. Здесь действительно от человека что-то искушало, да, искушало, и ваша женщина это, конечно, увидела. Увидела и просмотрела. Вот, поэтому, ну, вот такой расклад получился. Отпишитесь, у кого что. Всех обнимаю, всех люблю. Моя поддержка вам. Подписывайтесь, кто не подписан. Ставьте лайк. Лайк — это ваша благодарность. Всем спасибо. Пока-пока.